15 июля 2023 года вышла новая версия дистрибутива Linux Mint версии 21.2. В данном видео мы рассмотрим, что нового в Linux Mint 21.2. Ключевое название версии Victoria. Это LTS релиз, то есть релиз с долгосрочной поддержкой, который будет поддерживаться до 2027 года. Дистрибутив, как и обычно, доступен с тремя средами рабочего стола. Это Cinnamon, Mate и XFCE. Установочные образы весят почти 3 гигабайта. Используется графическая оболочка Cinnamon версии 5.8. Пакетная база используется от Ubuntu 22.04. Первое изменение касается Sleek Greeter. Это отвечающий за экран входа в систему. Экран входа в систему получил поддержку нескольких раскладок клавиатуры. Индикатор, расположенный в правом верхнем углу экрана, открывает меню, позволяющее переключаться между раскладками. Сначала перечислены системные раскладки, а затем при нажатии на больше раскладок открывается длинный список с раскладками, который можно долго листать и найти нужное. Раскладки также можно конфигурировать в файле по следующему пути. Также улучшена поддержка сенсорных панелей. На экране входа в систему автоматически определяется и включается функция Tab для клика. Также можно настроить раскладку экранной клавиатуры. Экранная клавиатура выглядит следующим образом. С помощью стрелок на клавиатуре можно редактировать набираемый пароль. При нажатии или редактировании пароля появляется значок переключения видимости пароля. Среди прочих мелких улучшений Sleek Greeter получил поддержку сессий Wayland, значки LXQT и прокручиваемый список сессий. Запустим менеджер приложений. И после очень долгого ожидания создания кэша он все-таки загрузился. Менеджер приложений получил обновление пользовательского интерфейса. Список избранных приложений был обновлен и теперь включает в себя Flatpak. Например, попробуем найти приложение Color Picker и увидим то, что доступна Flatpak версия приложения. Также улучшена система оценок, что позволило сделать более заметными новые трендовые приложения. Следующее обновление касается утилиты для просмотра изображений Pix. Программа Pix, изначально базировавшаяся на GTAMP 3.2.8, была переработана на GTAMP 3.12. Был принят новый пользовательский интерфейс GTAMP. В нем вместо панели инструментов и меню используются панели заголовков и кнопок. Он несколько менее нагляден для новичков, но выглядит очень чисто и остается достаточно интуитивно понятным. В результате этой переделки появилось 168 новых функций и изменений, заметных пользователю. Список изменений вы можете видеть на экране. Значки папок больше не имеют полос. Вместо этого каждый цвет получил красивые двухцветные значки. Появились новые цветовые варианты для популярных цветов.
Например, это Еру, Papyrus по мотивам темы Еру из Ubuntu. Коричневый и песочный были оттенками одного и того же цвета, поэтому коричневый был удален. Всплывающие подсказки выглядели несколько по-разному, в зависимости от того, откуда они были взяты. GTK 2, GTK 3 или Cinnamon. Кроме того, они имели серую рамку, которая не очень хорошо смотрелась на желтом фоне. Были исправлены проблемы с согласованностью в различных версиях GTK и Cinnamon. Вдохновившись идеей Адвайта, разработчики сделали всплывающие подсказки более крупными, круглыми и с большими полями. В Cinnamon также добавили немного пространства и их всплывающими подсказками, чтобы они не прилипали к панели. Кнопки панели заголовков были выровнены. При наведении на пункт меню значок меняет цвет с черного на белый. Он всегда совпадает с цветом ярлыка. Во всех приложениях и проектах используются символьные иконки. Благодаря этому они прекрасно смотрятся с любыми темами, будь то темное, светлое или смешанное. Transmission – одно из немногих приложений, в которых до сих пор не используются символьные значки. В Linux Mint 21.2 удалены все монохромные значки и все темы значков Dark. В приложениях, где они по-прежнему используются, полноцветные иконки теперь по умолчанию переходят в Advaita. В XApp для Cinnamon, Mate и XFCE добавлена поддержка XDG Desktop Portal. Это обеспечивает лучшую совместимость между окружением рабочего стола и неродными приложениями, такими как Flatpak или GNOME приложения. Помимо прочего, это позволяет таким приложениям делать скриншоты или поддерживать темный режим. В результате темный режим становится глобальной настройкой, которая задается в Cinnamon Settings для Cinnamon или в Mint Desktop для Mate и XFCE. Настройка темного режима влияет на приложение, которое его поддерживает, и позволяет выбирать один из трех вариантов: предпочитать светлый, предпочитать темный, или пусть приложение решает само. Среди множества приложений, поддерживающих этот режим, некоторые по умолчанию светлые, например Firefox или Xreader, а некоторые темные, например Xviewer или Pix. Эта настройка также поддерживается многими приложениями Flatpak и GNOME. В Cinnamon 5.8 появилось новое понятие, называемое стилями. Стиль имеет до трех режимов – смешанный, темный и светлый. Каждый из этих режимов может содержать цветовые варианты. Вариант – это комбинация тем, которые хорошо сочетаются друг с другом. Используются популярные стили, такие как Advaita Mint X, Mint Y и так далее. После выбора режима появляются варианты цветов. Если же нужно что-то подправить или выбрать непредлагаемую комбинацию тем, то можно перейти в дополнительные настройки. Также в дополнительных настройках можно выбрать, как ведет себя темный режим. В уведомлениях Cinnamon был изменен дизайн, в результате чего они стали выделяться акцентным цветом. По возможности уведомления также предпочитают символические значки. Следующее обновление касается поддержки жестов. Эту настройку я не могу показать, так как у меня нет необходимого устройства. Скажу лишь, что добавлена поддержка жестов для управления окнами, рабочими пространствами, плитками и элементами управления мультимедиа. Жесты поддерживаются на сенсорных планшетах,
сенсорных экранах и планшетных компьютерах. Следующее обновление касается приложения Warpinator. Warpinator предназначен для того, чтобы люди могли видеть друг друга и обмениваться файлами в локальной сети максимально просто и без настройки. Было немного переработано приложение и были исправлены ошибки безопасности, что сделало приложение более безопасным для пользователя. Среди прочих улучшений есть такие улучшения, как уведомления о низком уровне заряда батареи подключенных устройств могут быть отключены. В Nemo реализована многопоточная обработка эскизов. Программа BlueMan была обновлена до версии 2.3.5. В Linux Mint 21.2 реализована полная поддержка файлов изображений HEEF и AVEF. Документы формата Adobe Illustrator поддерживаются программой просмотра документов Xreader. Mint Y Legacy переименован в Mint L. Переключатель цвета папок больше не пытается угадать цвет иконок по названию темы. Соответствие цветов задается в следующем файле. Также были добавлены новые фоны рабочего стола. Ядро используется в версии 5.15. Система без запущенных приложений потребляет 1,3 гигабайта оперативной памяти. Рассмотрим другие среды рабочих столов. В Mate, как мы видим, при размере экрана Full HD используется очень маленький шрифт и маленькие иконки, которые сразу хочется увеличить.
Используется Mate версии 1.26. Как мы видим, система Mate потребляет 840 мегабайт оперативной памяти. Перейдем к среде рабочего стола XFCE. Система потребляет 833 мегабайта оперативной памяти. XFCE используется в версии 4.18. И под конец рассмотрим специальные возможности рабочей среды Cinnamon. Это высокая контрастность, большой текст, программа для чтения с экрана, масштабирование, экранная клавиатура, зрительные и звуковые индикаторы для клавиш Caps Lock и Num Lock, визуальное оповещение, аудиопредупреждение, залипающие клавиши, медленные клавиши и скачущие клавиши. Управление указателем с помощью вспомогательного блока клавиш, вторичное нажатие и удержание первичной кнопки, нажатие при наведении указателя. На этом обзор Linux Mint 21.2 завершен. До встречи в следующих видео.